Письма из прошлого. Отрывки из книги «Трансерфинг реальности» до выхода ее в печать публиковались в форме почтовой рассылки в интернете. Данная глава родилась в результате переписки с первопроходцами пространства вариантов. Пользуясь случаем, хочу выразить свою благодарность вам, дорогие читатели, за теплые письма, за восторженные отзывы, за то воодушевление, с которым вы приняли идеи трансерфинга. Спасибо вам. Черные полосы. И поражение от победы ты сам не должен отличать. Б. Пастернак. У меня появились вопросы, на которые я сама не могу найти ответа. По вашей теории, если я буду находить во всем хорошее, я как бы попадаю на волну положительных событий. У меня это не срабатывало, причем не один раз, иначе я бы не обратила внимания. Приведу пример. Еще полгода назад у меня была замечательная работа, которая полностью меня устраивала и приносила радость. Я ею жила. Вокруг были хорошие друзья, знакомые, любимый человек, дом, родители. Я действительно радовалась, причем вполне осознанно, можно сказать, завидовала сама себе. У меня была понятная спокойная жизнь. Но я боялась, что долго такое длиться не может. Мне пришлось уехать. Теперь у меня нет дома, меньше друзей, работа, которая не соответствует моим планам и моему образованию. Другой пример. Я заканчивала институт. Последние 2 года я проводила много времени на кафедре и очень сблизилась с преподавателями и студентами. Последний семестр я чуть ли не физически ощущала, что это замечательное время, и вряд ли оно когда-нибудь повторится. Я пыталась запомнить каждый день. Мне предложили остаться работать в институте. Рада я была просто жутко. Но начались сокращения, и меня не взяли, в результате полгода я просидела без работы дома. Это были для меня просто черные дни. То есть не раз складывались ситуации, где я действительно была довольна жизнью и благодарила за это Бога, но потом начиналась такая черная полоса. Закон в моем случае не срабатывал, меня относило на волну отрицательных действий. И еще, когда мне совсем плохо и я начинаю выть, жаловаться, мне как будто дают подсказку, помощь, хотя по вашей теории, меня должно было снести совсем уж далеко. Вот такие нестыковки. Буду рада, если вы мне поможете в них разобраться. На самом деле никаких нестыковок в вашем случае нет. Наоборот, все происходит именно так, как должно быть. Вам непонятно, почему белые полосы в жизни внезапно сменяются черными. Но в письме вы сами прекрасно сформулировали причину. Причина всегда была и есть одна и та же. Мир — это зеркало вашего отношения к нему. Самое настоящее. Разница между первым и вторым только в том, что обычное зеркало отражает изменения сразу, а мир отвечает с задержкой, иногда в несколько дней, а то и месяцев. Вот смотрите, что вы пишете, у меня была понятная спокойная жизнь. Но я боялась, что долго такое длиться не может. Последний семестр я чуть ли не физически ощущала, что это замечательное время и вряд ли оно когда-нибудь повторится. Где же вы видите нестыковку? Своим отношением сами задали программу, а мир безукоризненно ее выполнил. Мир всегда безупречно реализует ваш выбор. Он только этим и занимается. Свою претензию к зеркалу вы формулируете следующим образом. Не раз складывались ситуации, где я действительно была довольна жизнью и благодарила за это Бога, но потом начиналась такая черная полоса. Что же послужило началом черной полосы? Так вот, если я скажу, откуда берутся черные полосы, вы не поверите. Даже при отсутствии в вашем письме ключевых фраз, которые я процитировал, источник происхождения черных полос назвать совсем нетрудно. Этот случай вовсе не уникален, потому что все мы всегда совершаем одну и ту же ошибку. Дело в том, что черная полоса, которая следовала за белой, вовсе таковой не являлась. Это вы сами раскрасили ее в черный цвет. Плохое не может следовать из хорошего. В действительности после хорошего следовало еще лучшее. Но вам показалось, что это не так. Вы не приняли надвигающиеся перемены и выдали в мир негативное отношение. А миру пришлось зеркально отразить это отношение и тем самым реализовать ваш выбор. Свойство человеческого разума, он всегда упрямо отстаивает свой сценарий.
Все, не укладывающееся в сценарий, считается неудачей. И наоборот, за удачу принимается только то, что было задумано. Такое упрямство разума берет свое начало в собственной самонадеянности и в устоявшихся общественных стереотипах. Откуда ваш разум может знать, что для него действительно хорошо, а что плохо? Разве может он предугадать, как повернется дело? Крупная удача никогда предварительно не стучится в дверь, она всегда буквально сваливается на голову. Вы не задумывались над тем, почему так получается? Да потому что в таких случаях зазевавшийся разум не успевает помешать удаче реализоваться. Только в момент, когда разум отпускает мертвую хватку своего контроля над сценарием, удача способна прорваться сквозь эту глухую защиту. Удача не может быть запланирована, не так ли? В противном случае, зачем все эти разговоры? Планируй и получай задуманное. Нет, так бывает очень редко. Разум не способен разработать алгоритм успеха. Иногда читатели спрашивают меня, как им следует поступать в том или ином конкретном случае. А мне почем знать? Не верьте никому, кто будет утверждать, что знает рецепт успеха в каждом конкретном случае. Никому этого знать не дано. Тогда кто знает и где найти ответ? Ваш мир, который является вашим зеркалом, знает. Трансерфинг несет в себе самое удивительное открытие, какое только можно себе вообразить. Состоит оно в том, что от вас требуется лишь сделать выбор, а потом не мешать миру его реализовывать. Вот в этом весь парадокс. Человеку не обязательно точно знать, каким образом следует добиваться успеха. Точнее, лучше и не знать вовсе. А вы что, думали, трансерфинг даст очередной рецепт успеха? Разум не в состоянии найти такой рецепт. Вся прелесть заключается в том, что он сам найдется звездочка. Задача разума не мешать своим контролем течению вариантов, то есть ходу событий. Течение вариантов всегда направлено в сторону вашего выбора. Именно поэтому, если выбор сделан, можно смело положиться на принцип координации намерения. Мое намерение реализуется. Все идет к тому. И все идет как надо. Вернемся к черной полосе. Всякий раз, как наступала черная полоса, вы, по-видимому, упускали какой-то шанс. Это был шанс сделать белую полосу еще белей. Но разум не принимал наступающие события, точнее расценивал их как негативные, и в результате негатив действительно проявлялся во всей красе. Но не стоит по этому поводу расстраиваться. Если определите свою цель и будете придерживаться принципа координации, вас ждет одно замечательное открытие. Вам предстоит убедиться в том, что все совершенные ошибки служили именно этой цели. Вы не достигли бы этой вашей цели, если бы не совершили всех прошлых недочетов. С другой стороны, если бы вы их не совершили, опять же могли бы добраться до своей цели. Но это была бы другая цель. Ведь ваша цель не единственна. Вот так непостижимо, великолепно и щедро устроен наш мир. Так что не отчаивайтесь, прошлое впереди, если двигаетесь к своей цели. Может быть, до сих пор вас увлекали только чужие цели,